Всем доброго времени суток. Продал я свою мышь от AFOTech 710BK, так как она мне не понравилась. Купил Deluxe M625, которую мне посоветовал мой подписчик. И скажу вам, это одно из самых моих удачных покупок. А обзор на нее я решил сделать по итогам опроса в моей группе в ВК. Ссылка на нее и на мышь есть в описании. Кстати, купил я данную мышь по скидке за 1600 рублей. Также воспользовался кэшбэк-сервисом от EPN и вернул еще около $2. Ссылку на регистрацию найдете в описании и в группе в ВК. Я постоянно выкладываю товары со скидкой, так что подписывайтесь, там много интересного. В общем, мышь имеет сенсор PMV3360. Это топ, и сорвать его нереально. По кнопке 5 режимов по переключению. DPI от 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, и через программное обеспечение можно вытянуть до 24000, и это довольно внушительная цифра. Переключатели тоже одни из самых лучших от Amron, у которых 10 миллионов нажатий, и они тут действительно стоят, так же как и сенсор. Колесо прорезиненное и ощущение приятное, не цепляет при прокрутке и нет перескоков каких-то и тому подобное. Боковые кнопки по умолчанию служат как вперед-назад, чего без ПО не хватало в AFOTech, да и в принципе из ПО не выполняло действия должным образом. Также кнопка двойной клик по умолчанию, на мой взгляд, удачно расположена, случайно не нажмешь, а намеренно нажать не затруднит. Эргономичный дизайн делает свое дело, бока прорезиненные, форма мыши очень удачная, не скользит и сидит в руке уверенно. Подсветка на уровне. Конечно, если присмотреться, то можно увидеть светодиоды, но нужно приглядеться хорошо. Кстати, подсветка тут RGB и настраивается через ПО. Через нее же можно настроить сенсор, кнопки, макросы и сохранить все в файле. Еще один момент с колесом. В зависимости от DPI цвет колеса меняется, а тем, кто подсветку не любит, ее можно и вовсе выключить. Я не знаю, как тестировать мышь, но могу сказать, какие у меня предпочтения для моих дел за компьютером. Первое и, наверное, одно из самых важных моментов — это удобство хвата и нажатия на кнопки, причем на две боковые кнопки тоже. Это в этой мыши есть, тут уже придраться не к чему. Второе — это сенсор и требования к нему, чтобы он не цеплялся и не перескакивал. При монтаже или игре, когда нужно буквально на полсантиметра подвинуть мышь, чтобы указатель был в определенной точке, начинаются проблемы. То есть то указатель вообще не двигается, то перескакивает. Так вот, в этой мыши такого нет, от слова совсем. Третье и последующее условие — это кабель, который не держит форму, то есть не имеет память, и в моем случае наличие подсветки, чтобы она вписывалась с остальной периферией. Длина кабеля, думаю, подойдет для тех, у кого системный блок под столом, так как он длинный в 1,8 метра и с ферритовым кольцом в начале от помех. Мышь просто как нельзя четко гармонирует с клавиатурой от фирмы Havit, коврика с подсветкой, наушниками и держателем провода мыши. Все эти вещи я распаковывал у себя на канале в одном выпуске, это не был обзором, и все же, кому интересно, посмотрите. На мой взгляд, по такой цене и с такой комплектацией что-то из брендов найти нереально, а тут же все есть и при этом по низкой цене. Жду ваших комментариев, будет интересно узнать ваше мнение, а ссылки на покупку, кэшбэк сервисы и группу ВК найдете в описании.
Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Этим я буду стимулирован и дальше развивать канал. А на этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.